Всем привет! В этой части продолжим создание брошек-горошек и начну я с создания цветка. Понадобится два отрезка белого фоамирана 4 на 5 сантиметров и молд с прожилками, которые расходятся в стороны и напоминают фактуру лепестков душистого горошка. В моем случае такая фактура находится у верхнего края молда, и именно здесь я буду делать оттиск. По заданной выкройке вырезаю детали и сначала обрабатываю большой лепесток, который имеет название парус, и затем буду обрабатывать лепестки меньшего размера. Складываю лепесток пополам прожилками внутрь и прогреваю на утюге. Далее буду обрабатывать край, чтобы сделать волну. Этот процесс можно сделать на максимально разогретом утюге или с помощью зажигалки. Прогреваем небольшую часть края лепестка, приблизительно 1 см, и тут же, пока фоамиран горячий, делаем волну, направляя одну руку пальчиками на себя, вторую от себя. Так делаем по всей поверхности этого края. Теперь каждую половинку этого лепестка необходимо немного потянуть, задав ему выпуклость. Это можно сделать и пальцами, а можно также с помощью бульки или бусины. Маленькие лепестки также нужно обработать, немного скруглив их внутрь. И поэтому я первый способ покажу, как делать на утюге, а далее буду работать с зажигалкой. Учитывайте то, что если долго деталь держать в горячем потоке воздуха, фактура может разойтись, поэтому работайте максимально быстро. Теперь деталь необходимо подтянуть, сложив ее пополам, сначала внутрь и потом наружу. Внутрь посередине лепестка и наружу возле ножки. С зажигалкой работаем в разы быстрее, чем на утюге, но принцип создания формы тот же. $201 номером масляной пастели Мунггё я окрашиваю и большой, и маленькие лепестки от середины вниз с обратной и с лицевой стороны лепестков. Для окрашивания верхней части лепестков я использую 259 номер масляной пастели Мунггё, но разнообразие душистого горошка настолько велико, что вы можете подобрать любой понравившийся вам цвет. Для создания детали, которая называется лодочка в душистом горошке, я беру зефирный фоамиран 1,5 см на 2 см. Обратите внимание, что проволоку я фиксирую на краю детали от середины вниз. Данную деталь проклеиваю клеевым пистолетом и скатываю в тугой ролл. На самый край клей не наношу, поскольку зефирный фоамиран при прогревании склеивается между собой, поэтому край прогреваю на утюге. Также прогреваю верхнюю часть данной детали, как показано в видео. Прижимаю пальцами и хорошо прокатываю, чтобы истончить. Благодаря проволоке, которая находится внутри, слегка подгибаю деталь вверх. Затем с помощью зажигалки также прогреваю и снова скругляю деталь. Также от середины вниз окрашиваю 201 номером масляной пастели Мунггё и верхнюю часть окрашиваю 259 номером. К этому элементу с двух сторон подклеиваю малые лепестки, которые называются весла.
излишки клея либо углы лепестков срезаю, чтобы деталь внизу была максимально тонкой, и затем подклеиваем самый большой лепесток, который называется парус. Далее подклеиваю чешский листик, продеваю его плотно к цветку и небольшим количеством клея фиксирую. Чтобы создать усик для броши, использую проволоку в бумажной обмотке. Можно брать номер 26 и номер 28 также подойдет. Разрезаю проволоку пополам, оставляю 7-8 сантиметров для ножки и оставшуюся часть наматываю либо на стержень от ручки, либо на тонкую часть кисти. Чтобы задать реалистичность этому усику, прокручиваю несколько раз спираль, как показано в видео. Соединяю вместе два элемента, это цветок и спираль, с помощью тейп-ленты. Приступим к сборке броши. Для этого понадобится тейп-лента, которую я разрезаю повдоль, чтобы ее ширина составляла полсантиметра. Сначала тейп-ленту фиксирую на основе брошь, затем ею обматываю каждый последующий элемент. Ну что ж, создание броши подходит к завершению. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные новинки. Далее акриловым лаком на водной основе покроем полностью всю нашу брошь, кроме цветка. Залакируем всю тейп-ленту, чтобы в дальнейшем она не рассыхалась. Также листья с лицевой стороны, стручок, плоды и проволоку, из которой мы сделали усик. Оставляем брошь на просушку в течение 10 минут, и наше изделие готово. С вами была Инна Жарая. Всем пока и до встречи!